Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам проблему, с которой столкнулся Хави во время матча Барселона-Айнтрахт, после которого каталонцы вылетели из Лиги Европы. Мы приближаемся к отметке в 3000 подписчиков за такой короткий срок, спасибо вам большое. А если ты новенький, обязательно присоединяйся к нашему комьюнити. Ну а начать я обязан с того, что в этом матче Барса пропустила быстрый гол уже на второй минуте. Необязательный пенальти, который еще больше укрепил план Айнтрахта, давайте я объясню почему. Мы отлично знаем, как именно хочет атаковать Барса. 4-3-3 с одним опорным и с широкими позициями вингеров, для того, чтобы инсайды могли использовать пространство в полуфлангах. Это один из основных приемов Барсы, которые они используют. Подробнее об этом вы можете посмотреть в моем недавнем видео. И Айнтрахт тоже отлично знает, как действуют каталонцы. Оливер Глазнер в этом матче полностью переиграл Хави со своей схемой 5-2-3. Суть заключалась в следующем. Два опорных играли по трем игрокам середины поля Барсы. Каждый раз, когда мяч смещался к определенному флангу, на левый или на правый, один из опорных перестраивался на соответствующего инсайда Барселоны, а второй, создавая компактность, реагировал по Бускетсу. Более того, крайние игроки из тройки атаки сначала закрывали линию паса в середину, тем самым давая время своим опорным, чтобы перестроиться. И только затем, по передаче на крайнего защитника, они стартовали в отбор, когда их опорный уже был на своем месте, тем самым компактность не нарушалась. Ну а если же опорный все-таки не успевал, то ему еще помогал один из пятерки защитников, который не боялся бросать свою зону и своим выдвижением компенсировал позицию опорного, сохраняя ту же компактность. Такие отлаженные действия при перестроениях позволяли Айнтрахту создавать давление на флангах, отбирать мячи и затем выбегать в контратаке, так как при такой схеме их тройка нападающих готова моментально переключаться и взрывать свободное пространство. Именно поэтому я акцентировал вначале на быстром голе, так как для такого стиля игры это огромный бонус на старте, ведь Барса обязана была идти отыгрываться и при этом раскрываться. Но как нужно было преодолевать такую оборону каталонцам? Как им нужно было действовать, чтобы скрыть этот прекрасный механизм немцев? Хочу сказать сразу, что это не просто, но ключи к решению есть. Первое и самое простое, это конечно же контратаки со стороны каталонцев. Именно когда игроки Айнтрахта при потере мяча находятся в мисс-позиции, так как они проводят свою атаку. Тогда их оборона переставала работать, потому что структура была сломана. И вследствие у Барсы появлялось пространство и возможность забить. Но таких моментов было очень мало, так как опять же Айнтрахт счет и так устраивал. Второе решение было сложнее. Можно было использовать длинные переводы и забросы. Переводы, чтобы быстрее преодолевать пространство и расшатывать оборону Айнтрахта, как лодочку. А забросы, чтобы найти свой момент по кратчайшему пути, то есть напрямую. Но и то, и другое у Барса выходило с трудом. Где нужно было сделать перевод в свободное пространство на Альбу, Арауха неправильно принял решение и отдал туда, где ситуация была под контролем Айнтрахта. Еще и не точно. Здесь же мысль правильная, но не хватило исполнения. Здесь то же самое. И наконец-то успешный вариант, где опасно вырвался Альба и оказался в штрафной соперника за счет одной передачи со своей половины поля. Но снова же, такие передачи исполнить непросто, да и не всегда были возможности, так как Айнтрахт садился в низкий блок. И поэтому мы рассмотрим ключевое третье решение, которое могло сработать при скрытии столь насыщенной обороны. Для начала нужно было раскачать оборону слева направо или справа налево так, чтобы на инсайда выдвинулся один из центральных защитников. Как мы уже говорили, тот случай, когда опорный не успевает и он ему помогает. И когда он выдвигается из своей зоны, он оставляет за собой пустое пространство. Именно через него и нужно было вскрывать оборону. Но ведь там есть еще один центральный защитник, и поэтому Барсе стоило играть через своего центрального нападающего, так как при открывании в недодачу Обамаянгом он автоматически уводит за собой этого защитника, и тот не может закрыть образовавшуюся зону своего партнера. А если же он не идет за ним, то нужно разворачиваться и разгонять атаку самому лицом к чужим воротам. Если ты развернулся и разгоняешь атаку, ты максимально опасен и имеешь большие шансы за счет коротких стенок либо индивидуальных действий. В таком компоненте нет равных Лео Месси, но самого Лео нет у Барса. Но в итоге снова идеально сработал план Глазнера. Снова компактность, снова давление на фланге и снова моментальное использование пространства после отбора мяча. 2-0 и ситуация для Барсы стала еще сложнее.
Но она не была безнадежной. Барса получила свой шанс после первого пункта, озвученного нами, когда Айнтрахт находится в мисс-позиции и не успевает перестроиться в свою структуру после потери. За счет этого у Де Йонга и Дембеле достаточно пространства, чтобы создать момент, но Обамейянг каким-то чудом не забивает с метра. Для меня это как раз таки был решающий момент в поединке. Буквально через несколько минут еще один момент, по третьему варианту, который мы озвучили, а именно использование пространства, когда защитник выдвигается из своей зоны. Здесь Де Йонг грамотно использовал эту возможность, и Барса снова в штрафной соперника, но не может реализовать очередной свой момент и зацепиться за шанс отыграться. А затем позиционные ошибки игроков Барсы полностью убили их надежды на спасение. Как по мне, это зона Фрэнки, и он должен был изначально расположиться чуть по-другому, ближе к своим воротам. После этого могу только отметить, как банальные забросы в штрафную на Люк Де Йонга и Арауха принесли в концовке очень много эффективности. И возможно это по сути четвертый пункт, как скрывать такую оборону. Сперва, после борьбы Люка, на подборе забил Бускетс. Затем, после подобной подачи, Арауха мог сделать счет 2-3 с 7 минутами в запасе. Потом же сработал снова наш третий принцип, где использовалось пространство, образованное вследствие движения защитника. И снова шанс у Арауха. А в конце концов, Люк Де Йонг зарабатывает пенальти после банального заброса, и счет становится 2-3. На большее времени у Барса не хватило. Вывод по этому матчу следующий. Айнтрахт очень здорово тактически противостоял Барселоне и заслужил на победу. Но что касается каталонцев, Хави отлично выстроил игру по одной схеме, которой команда соперника смогла подстроиться и полностью контрпикнула их. Поэтому ему нужно уметь перестроить свою команду в таких случаях. Но на все наработки нужно время, это очевидно. Я уверен, у Хави все получится со временем. Напишите свой комментарий по поводу этого видео, это правда очень важно для меня услышать ваше мнение. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, и смотрите предыдущие выпуски. Спасибо вам за ваше внимание.